Друзья, всем привет! Это канал Trail Running School. Меня зовут Катя Митяева. А меня Дима Митяев. Сегодня мы поговорим о кроссовках для трейл-раннинга. Постараемся разобрать все новинки модели Adidas Terrex 2021 года. С каждым годом трейл-раннинг набирает обороты, и все больше людей хотят наслаждаться природой, бегать по тропам. И практически у каждого производителя беговой обуви сейчас существует своя трейловая линейка. Да, несмотря на то, что была пандемия, никто не остановился на своем совершенствовании трейловой обуви. В этом году огромное разнообразие различных моделей кроссовок, что подходит и для ультра, и для коротких дистанций, для широкой стопы, и для узкой. Очень много интересных моделей. В последние годы мы видим, насколько развиваются беговые кроссовки, и можно смело назвать революцией. В шоссе карбон сделал то, что не мог никто представить последние несколько лет, что настолько поменяется структура кроссовок станет совершенно по-другому выглядеть, и все будут гнаться за карбоновым кроссовком. Каждый бренд захочет иметь у себя кроссовок, который будет бег делать только быстрее и качественнее. В трейловой же обуви немножко другие цели. Да, сюда карбон тоже приходит, но пока это не назовем революцией, потому что он не может быть столь эффективным, как на шоссе. Здесь же, если делают карбоновые кроссовки, а у некоторых производителей уже есть модели, где есть пластина, в первую очередь она делается для того, чтобы смягчить удар. Вообще, если мы рассмотрим трейловый кроссовок, то не бывает, наверное, универсального кроссовка. Да, мы можем назвать, вот, например, в этом году, позже расскажем подробнее о этой модели, вот Adidas Speed Ultra. Она практически универсальна, но все равно не для всего, потому что постоянно меняется грунт, уклон. Мы где-то бежим очень крутой спуск, где-то более пологий, и в идеале для каждого уклона, для каждого грунта кроссовок должен быть другой. Но, как вы понимаете, это невозможно. Хоть и на длинных ультрагонках есть такая практика переобувать обувь, но это для того, чтобы в целом эмоционально переключиться, и более свежий кроссовок, он меньше там натирать будет, но ни в коем случае не для того, что мы бежали какую-то часть по грунтовой дороге, а потом побежим в гору. Так вот, если мы будем рассматривать, например, что должно быть самое важное в кроссовке для трейл-раннинга, когда вы начинаете выбирать. Первое для меня, мне кажется, как и для всех, это должен быть определенно вес. Не должна быть слишком тяжелая обувь. А следующее, это нужно обязательно выбрать кроссовок, который должен быть сидеть комфортно на стопе. Он должен чувствоваться, грубо говоря, как носок. Это самое главное и основное. Ну и следующая, очень частая ошибка. Многие выбирают на полтора размера больше и думают, что этим самым они себе спасут ногти, но это не так. На самом деле все страдают этим, и это не такая уж большая и проблема. Да, просто дело в том, что если вы, например, пробегаете длинную гонку и постоянно сбиваете пальцы, да, все 5 пальцев не должны быть сбиты, максимум там 1-2, немножко черные ногти. К сожалению, пока ни один производитель обуви, как бы он комфортно ни делал, какие бы мы там носки не выбирали, смягчители различные, все равно пальцы страдают. У кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей степени. Они адаптируются, когда бегаешь много гонок. И совсем плохо, когда долгий перерыв, нет стартов, вот как, например, там, да, как сейчас, год не бегали и пробегаешь какую-то ультрагонку, и пальцы, конечно, сильно сбиваются. В одних кроссовках меньше, в других больше, но будьте готовы, что, возможно, немножко повреждения будут в носочной зоне, в стопе на очень длинных гонках. Да, но мне кажется, это еще, если мы смотрим, допустим, ультрагонки, то там больше это происходит из-за усталости. Даже и не из-за кроссовка. Тут дело не в самом кроссовке, не в самом носке, а то, что длительная гонка, и здесь за счет... Меняется техника. Да, меняется техника, просто наша центральная нервная система устает, и мы постоянно, грубо говоря, очень часто начинаем спотыкаться там об какие-либо камни, а нам стоит всего лишь раз споткнуться, и все, и ноготь сбит. Да, и просто становимся менее расслабленными, то есть начинаем больше втыкаться, кто-то начинает больше подсаживаться, сильно семенить, и, конечно, когда уже за плечами там 10-15 часов гонки, да, то это неизбежно. Также какие-то мелкие частицы попадают в кроссовок. Но сразу вам лайфхак, вспомни ситуацию с Ультра Пиренеем 2016 года. Да, это было, на самом деле, да, там была моя в большей степени ошибка, потому что я изначально подобрала не совсем правильную обувь, потому что обувь была с двойной сеткой,
и у меня просто-напросто там в какой-то момент резко заболел палец, и я подбегаю к заброске, где у меня были уже кроссовки совсем другой модели, а я подбегаю и не понимаю, в чем дело. Ты тогда бежала, если я не ошибаюсь, Starks Trailmaker. Да, трейлмейкеры, да. И там я не понимала, что у меня с пальцем, но я тут же сразу снимаю кроссовок, беру булавку, которая прикреплена к номеру, и начинаю протыкать под ногтем мозоль. Да, немножко у нас рассказов садомаза, но это мне помогло, это помогло, потому что боль была такая невыносимая, ну, у меня первый раз такая боль была, и я не знала, может быть, это у меня перелом какой-то, ну, то есть что-то вот ближе к этому. И потом я переобулась и смогла закончить, финишировать гонку. Смотрите, немножко подытожить, если, так как мы ушли... Да. Про разбитые пальцы, я думаю, многим это будет интересно, потому что многих это тревожит, кто бегает ультрагонки, а кто собирается, будьте готовы. Первое, нужно выбирать максимально комфортную обувь, не будет сдавливать в носочной зоне. Второе, если вы собираетесь на длинную ультрагонку, обязательно, если есть заброска, положите туда вторые кроссовки, более мягкие, возможно. Потому что на случай, если что-то там, этот кроссовок натирать начнет, на носочной зоне всегда можно поменять. И следующее, если уже это случилось, вот как сейчас Катя рассказала, то есть бежишь, половина гонки, добегать нужно, что делать? Обязательно с собой должна быть булавочка, ничего там страшного нет. И в принципе, если как бы, ну, многие там скажут заражение и так далее, у нас там собирается мозоль, у нас так устроен эпидермис, что ничего там не случится, лучше уж вы не будете мучиться, проткнете, уйдет жидкость, и вы спокойно добежите. Это всегда более безболезненно. И то же самое после гонок. Да, самое главное, мозоли протыкаем и ничем больше не мажем, потому что многие начинают, ну, очень много вопросов, ой, а как с мозолями, чем их мазать, там что-то еще прикладывать. Ничего не делаем. Самое главное проткнуть, выпустить жидкость. Это самое основное. Да. И так быстрее она заживет. Да, про носочную зону разобрались, то есть, опять же, у всех стопа немножко разная, у кого-то она уже, у кого-то шире, и здесь уже нужно подбирать. Сейчас небольшой лайфхак у производителей, вы смотрите, если мы рассмотрим все модельки, например, шнуровка сделана, то есть здесь вот сделано вот, то есть мы можем сделать его как и поуже, как и пошире, это очень удобно. Да, кстати, до этого такого не было. Да, до этого, если взять предыдущие модельки, например, такого не было. Да и вообще ткани в кроссовках поменялись. Очень сильно. Сильно поменялись ткани, и вот эта ткань больше адаптируется под стопу. И самое главное, мы просто очень тесно тоже работаем, я думаю, ну кто не знает, мы атлеты Adidas Terrex, и у нас как бы в нормальное время, сейчас, конечно, последний год там в рамках пандемии у нас только онлайн какие-то воркшопы, а до этого у нас вот, например, на острове Фуэртевентура мы собираемся с командой разработчиков и постоянно там работаем над созданием кроссовка. Например, вот в этом году выйдет кроссовок, который сейчас еще нет в продаже, но сегодня мы о нем немножко позже расскажем, который делали с Катей тоже. И все вот эти модели постоянно, то что, например, там бегаешь и замечаешь, там где-то что-то не нравится, ткань, там подошва, и ты постоянно говоришь это менеджерам, и они сами тоже все бегающие люди, то есть очень круто, что люди максимально вовлеченные создают кроссовок и совместно с атлетами. Поэтому вот сейчас уже, например, в этом году и следующие годы реально, вот честно, можно, конечно, сказать, да вы атлеты Adidas Terrex, и вы будете предвзято как-то рассказывать про кроссовок, но когда такой большой линейный ряд кроссовок, что можно выбрать, можно смело сказать, мне этот нравится, этот мне не очень нравится, потому что все мы индивидуальны и у всех есть плюсы и минусы. Поэтому посмотреть, если с этой стороны, то сейчас кроссовок реально стал получаться намного лучше, и это важно для того, чтобы атлеты показывали там результаты, и вообще в целом вы все бегали, наслаждались, потому что мы всегда говорим, самое важное в трейловой экипировке это первое кроссовок, второе рюкзак. Да. Сегодня у нас как раз вот про кроссовки, и как бы мы там не тренировались, не были готовы к гонке, вроде бы такая мелочь, как неправильный выбор экипировки, в частности вот кроссовок, может повлиять негативно, и вы вместо того, что будете наслаждаться всю гонку там, природой, всей атмосферой и трейл-раннинга, просто будете мучиться. Поэтому это видео достаточно важное для многих, и оно даже не столь про модельный ряд трейловой обуви, а оно в целом, да, как мы вообще относимся к выбору обуви, смотрим вообще на то, как развивается трейловый рынок кроссовок, и
Давайте, наверное, вот как раз начали про стопу, продолжим. А самое важное вообще в кроссовке, вот для меня, например, это, как уже проговорили, там носочная зона должна быть мягкая и комфортная. Следующее – это поддержка стопы. К поддержке стопы относится, это вот пяточная зона, то есть здесь не должно, ахилл у нас и пяточная зона не должна гулять. То есть мне очень нравится, когда кроссовок плотно облегает стопу, но это возможно только когда здесь он достаточно высокий, сделан плотно, и шнуровка сделана тоже достаточно часто. И вот, например, если рассмотрим вот этот кроссовок Adidas Speed Ultra, он вообще в целом, наверное, можно сказать, универсальный, потому что вот сейчас мы бегали недавно гонку Alanya Ultra Trail, да, и вот это в этих ты бежала, кажется, да, кроссовках? Я бежала в этих. Это мои. Ну, я в этой модели бежала. Я имею в виду вот он, да? То есть, если посмотреть, Катя хорошо постирала просто. В целом он отлично выглядит, и для 70 километров может по горам с набором 4000 метров, то есть 9 часов, он может показаться тонким. Но нет. Но на самом деле, учитывая, что я насколько большой там в категории 80+, плохо категории весовых еще в трейлранинге нет, иначе я точно был, возможно, самый сильный. Так вот, мне было даже достаточно комфортно в нем бежать. Опять же, подошва не очень высокая, но для меня важнее всего вот поддержка вот здесь. Когда я бегу и полностью контролирую, стопа у меня настолько адаптируется под грунт, потому что по тропкам постоянно же у нас все меняется. И когда стопа хорошо, вот эта адаптация идет, она гуляет, меньше нагружаются стабилизаторы, и это очень круто. И второе, ткань здесь, особенно когда жарко или ручьи, о чем мы тоже уже сказали, ткань поменяли, и эта ткань, она не тянется. Да, у нее нет такой прям именно растягивающейся функции, то есть она конкретно держит, и это большой плюс в принципе, потому что у нас, да, как мы не говорили, там в зависимости от дистанции нога оттекает, ну в зависимости еще от того, что какая там влажность. Но не очень сильно. Многие тоже, например, есть такой стереотип, когда говорят, что стопа сильно отекает, и для этого нужно брать на размер больше. Отекает стопа, если у вас нет правильной гидрации во время гонки, если вы пьете достаточно, а, к примеру, например, если рассмотреть вот гонку, там, последнюю даже, там, 70 километров в Турции, да, я за гонку выпил за 8 часов 9 литров жидкости. То есть, а люди, которые за такое же время выпивают 2 литра, потом жалуются, что у них отекает стопа, и они вообще умирают и не успевают по сторонам смотреть на природу. Здесь, кстати, я еще что хотела дополнить, здесь вообще супер сделано язычок, и он здесь полностью пришит, то есть тут вот материал, и он прям зафиксирован. То есть все равно встречались модели, по крайней мере до этого были, когда вот язычок, допустим, это, ну здесь у нас на модельке нету боа, язычок во время гонки уходит в сторону, и он, ну, получается, прокручивается. Такие были нюансы. А здесь, допустим, это сделали, они полностью совместили с кроссовком, и это тоже очень хорошо. Да. То есть она тянущаяся такая достаточно. Этот удобная. Кроссовок разрабатывали с Томом Эвансом. Это английский атлет команды Adidas Terrex тоже. И Том бегает как и шоссе, так и очень достаточно быстро бегает. Пятерка у него в районе 13:30 с копейками. И на Western States на 100 миль он был второй, на горной гонке очень знаменитой. И вот как раз после этой гонки и пытались разработать этот кроссовок с Томом. И он больше сделан, опять же повторюсь, для такого более быстрого бега по дорогам. Но сейчас вот мы специально не стали делать обзор сразу, а побегали месяц уже в этих кроссовках. И вот, да, и, например, первые впечатления, которые были, когда мы только одели этот кроссовок, очень интересно. Первое впечатление, когда всегда обуваешь первый раз кроссовки. Эту модель мы ждали долго, потому что это просто революция, можно так сказать, в обуви Adidas Terrex. Кроссовки переходят совсем на другой уровень, становятся еще более легкими, совершенно другие материалы. И кажется, что очень комфортно. У меня широкая стопа. Я зашнуровал на узкую шнуровку. Здесь есть еще широкая шнуровка, то есть можно вот сюда, и, соответственно, подтянет более сильно кроссовок.
Ну, не знаю, сейчас побежим, но впечатление, что сидят они как носки. Просто, конечно, кайф. И такое ощущение, что сейчас установишься, вот прям вот такие первые впечатления, что есть какой-то перекат. Вот как на марафонках, когда начинаешь, и тебя кроссовок сразу ставит на стопу. Конечно, прям очень круто. В общем, погнали тестировать. Adidas Speed Ultra. Очень долго я ждал эти кроссовки, скажу честно. Потому что в этом году по-настоящему должна начаться, можно сказать, революция в обуви Adidas для трейл-раннинга, потому что модели становятся настолько легче и удобней. Команда, которая их делает, все ребята бегают трейлы, и большая часть самых топовых моделей разрабатывается с атлетами. Эти кроссовочки разрабатывались с Томом Эвансом, и по-настоящему менеджеры и Том вложили всю душу в разработку этого кроссовка. Я вот бегу сейчас первый раз и чувствую, насколько это комфортно. Это прям вот другой уровень обуви трейловой. До этого было непонятно, что такое и для туризма, и для походов, и как бы и для рыбалки, и для трейлов. А вот это вот уже прям в первую очередь для трейлов, а потом для всего остального. Очень крутое ощущение, когда ты первый раз только одеваешь новые кроссовки, новую модель, и бежишь в тренировку, и не можешь понять, удобно тебе в них или нет, насколько будет комфортно, по какой местности в них бегать, потому что трейл-раннинг — это такая дисциплина, что всегда меняется грунт, погодные условия, может быть грязь или сухо, и не существует вроде бы универсальных кроссовок. Но вот сейчас я чувствую почти вот с того момента, как только я их обул и вышел, что мне комфортно. Самое главное для меня в кроссовке всегда было это поддержка пяточной зоны. Здесь же она очень круто сделана. Прям вот пятку держит идеально. Интересно их попробовать на тропах. Если стопа не будет подворачиваться, то прям очень круто. Но, конечно же, только побегав пару недель, можно уже окончательно говорить о кроссовке, насколько он подходит или нет. Поэтому тестируем дальше. Только такие хорошие впечатления. Это что-то новое, могу сказать точно. До этого у меня была эта же моделька, но тестовая. И сейчас она уже в доработанном виде. Такая, какая будет продаваться. Ну, безумно нравится. То сейчас, когда мы уже пробежали гонку, побегали по грязи, по скалкам, и можно смело сказать, что это практически универсальный кроссовок. Если вы побежите по скалам, главное его преимущество — поддержка стопы и мягкая резина. Да, этой мягкой резины не хватит, чтобы бегать в нем всю жизнь. Она будет стираться, но в отличие от жесткой резины, она обладает супер сцеплением, и вам будет не так страшно бежать, потому что она прям правда вот в скалы прям впивается. То есть, если вы хотите, если у вас будут корни, камешки, скалы на предстоящей гонке, а трек гонки очень важно изучать там, по фотографиям, по отзывам участников, и вот вы подбираете, например, обувь, важно брать с мягкой резины. У Adidas, в принципе, если резина Continental, она практически вся мягкая. Да, стирается побыстрее, чем, например, там у Соломона, у спидкроссов дубовая резина, но зато вы будете падать, и, возможно, вам эти кроссовки после первой гонки никогда не понадобятся, травмируетесь и все. Поэтому важно брать с мягкой резиной. Второе. Сам кроссовок, подошва, она не толстая, но опять же упругость такая, что если вы весите там не 150 килограмм, там, а чуть меньше, да, и у вас более-менее готова стопа, то есть вы ее закачиваете, то есть там понимаете, что не совсем все плохо, то эти кроссовки подойдут и для ультрагонок, и даже по техничным участкам. Но все-таки этот кроссовок, я считаю, что сделан для гонок до 7 часов идеально. После 7 часов уже вот индивидуально. Эти кроссовки уже продаются в России, есть на сайте adidas.ru.
Также, если, например, там вот следующие кроссовочки будем рассказывать, вот эти новинки, их в России, к сожалению, в этом году нет, но, например, там есть сайты, там Run-In, Track-In, просто в Гугле вводите саму модель и заказать без проблем, в доступе они есть. В России тоже обещали, что будет появляться, но пока не можем сказать, когда. Но, по крайней мере, рекомендуем попробовать вот этот кроссовок Adidas Speed Ultra. Да, но он для грязи не подойдет, слишком Да, резина. да. Что не сказал, почему я, например, сказал почти универсальный, потому что для грязи, если будет очень грязно, протектора не хватит. Если вам предстоит гонка, где будет очень много грязи, то к выбору обуви придется подойти еще более внимательно, потому что кроссовок, которому будет очень много налипать грязи, которая будет от него не отваливаться, это крайне неправильно, потому что ваша гонка превратится просто в мучение. И самые, наверное, главные ошибки, которые допускают многие при выборе кроссовка, когда собираются бегать гонку, где будет много болот, там, грязи, глины различные, это они выбирают, первое, это мягкий кроссовок, потому что когда мы выходим на поверхность мягкую очень, нам в принципе не нужен мягкий кроссовок. То есть да, вот, например, рассмотрим кроссовок с толстой мягкой подошвой, он сделан для того, чтобы бегать по грунту, где будет твердое покрытие. Для мягкого же грунта кроссовок должен быть с упругой подошвой, не сильно толстой и самое главное тонкой. Тонкой именно у основания вот здесь вот полностью по стопе, потому что грязь должна налипать и отлипать. Если она, вот как, например, на тот кроссовок, будет налипать здесь так протектор сделан, и сама подошва чуть шире основания кроссовка, и это все как бы и так мягкое, она налипает, и вы будете приземляться, и у вас просто будет дополнительная энергия уходить на амортизацию. Это совершенно не нужно. Да, и плюс еще в таком кроссовке, допустим, если вы взяли такой кроссовок, будет огромная нестабильность именно стопы внутри кроссовка, потому что здесь идет ткань, при намокании она начинает себя вести. Да, это следующий нюанс, да. То есть следующий нюанс — это ткань. А если ткань, вот как на том кроссовке, которая гуляет при намокании, то это тоже будет крайне некомфортно. Еще одна ошибка, которую многие допускают, следующая, это выбирают обувь с гортексом. Да. Гортекс так создан, да, что водичка туда не попадает, но если она у нас вот здесь, но когда мы бежим грязную гонку, мы часто, скорее всего, грязная гонка подразумевает, где будут разные там болота и так далее. Ну, может быть, даже и дождь будет, ну, имеется да, в виду. и у нас она будет сюда попадать. И когда она попадет вовнутрь, она никак не вытечет, потому что гортекс как не пропускает и сюда, так и не выпускает. Поэтому чаще всего все равно такие гонки проводят, например, если возьмем там российские старты, там самый крупный, там Golden Ring Ultra Trail, например, все равно он летом, это жарко. И кроссовок должен обладать такой тканью, куда вода без проблем проникает, но также обратно и вытекает. Но в этом кроссовке она идеальна. Да, да, и как раз вот к чему мы это все. У Adidas в этом году появился кроссовок, который называется Adidas Speed Pro SG. Он специально сделан для грязи. То есть этот кроссовок напоминает, для тех, кто бегал, наверное, соревнования по ориентированию, видел обувь ориентировщиков, потому что там как раз очень много грязи. Один в один. Да, очень сильно похож, но здесь достаточно своих преимуществ. Во-первых, ткань просто бронебойная, но в то же время в носочной зоне внутри она мягкая. У кроссовка нет стельки. Да, она сшита, что ли. Она сшита полностью. То есть там никак ее не снять, не убрать. И при том, при всем, за счет длины шипа, во-первых, протектор так расположен, что грязь будет вылетать, и он хорошо держит любую грязь. И за счет длины шипа создается дополнительная амортизация. Но резина здесь, опять же, тоже мягенькая. И в принципе, помимо того, что по грязи, мы потестировали и по грязи, и по скалкам очень удобно, потому что вот эти шипики, они хорошо адаптируются под камешки. Да, и здесь, кстати, на кроссовках, если кто замечал, обращал внимание, тут у них именно идет цифровка. Это не модель. Это вес кроссовка, 225 грамм. Да. Ну, классный кроссовок, у меня в последнее время все к нему тянется, рука и нога тоже. Да, я уже Кате говорю, выбегаем вчера длительную. Я говорю, ты опять в этих кроссовках? Я говорю, что-то, наверное, больше всех он тебе нравится. Ну, Катя говорит, нет, мне все нравятся, но когда одеваешь кроссовок там всю неделю, то правда
начинает как бы тянуть какой-то определенной модели. У нас так, наверное, каждый сезон. Например, если прошлый год мы бегали там в TRX Flow, до этого в TRX Tubua, и нет такого, что там, хотя эффективно там на тренировках, для того, чтобы даже для адаптации стопы бегать в разных моделях, там утром в одной, мы там 2 раза в день тренируемся, вечером в другой, но часто бывает, там в одну модель там влюбишься и бегаешь. Я сейчас больше всего тренируюсь вот о кроссовках, которые мы до этого рассказывали, в Speed Ultra. Мне как бы очень комфортно и длительные работы все, но также еще супер крутой кроссовочек появился, очень легкий. И здесь, конечно, если вы очень тяжелый бегун, как я и больше, то этот кроссовок прям вообще для очень быстрых гонок. Да и в принципе даже для тех, кто легкие атлеты, он все-таки сделан для таких там больше до 2 часов. Но кроссовок, во-первых, вес всего 190 грамм. То есть, конечно же, здесь просто... И если честно, на какой-то гонке, где много грязи, например, как мы, например, говорили сейчас, тот же Golden Ring Ultra Trail, да, на равнинной какой-то ультрагонке, Он подойдет. я бы рискнул даже со своим весом бежать в такой модели, потому что разница вроде бы там грамм мало, ну там с этим, например, 225, Да, это тут 190, да. Но, если честно, вот этот протектор, он нужен только когда... Мы бежим по пересеченной местности, чтобы в горку он нас цеплял. А если равнинная гонка и грязи много, амортизация нам не нужна, главное это легкость. И чтобы опять же вода выпускала. Здесь тоже ткань по подобию, как и в этих кроссовочках нового поколения. Это такая сеточка, которая... Да, но она совсем тут прям, ты заметь, да, прям минимальная. Настолько вот все так уменьшили. И здесь тоже, кстати, нету стельки. Ну, Да, так же, как и да. в предыдущем кроссовке. Ну, она как бы есть, она просто вшита. Ну, да, она вшита. Просто говоря о стельке, были случаи, я, например, ТДС Да, бежал. это было что-то. У меня в жизни стелька никогда не собиралась гармошкой. Сколько бегал в тренировках. Ну, как говорится, на гонках все бывает иначе. И это какой год был? 19-й, кажется, да. Ну, последний раз. 19-й год был. Да, В итоге я когда прибежал бежали. вторым там, но прибегая в Бурцен-Морис, Катя меня ждала, это 55-й Да, я километр. увидела эту картину, это было что-то. Никто не ожидал. Я весь спуск бежал, и у меня стелечка полностью собиралась в гармошку и уползала в носок. Не знаю, конечно же, нужно там приклеивать ее, но когда на тренировках никогда такого не случается, и после, главное, никогда не случалось, не знаю, наверное, какое-то, может, кто-то Да, стельку так. мне подменил. Не, ну такие моменты, они самые возникают, это непредсказуемые. Да, но я к тому, что здесь, например, очень Это удобно, что классно. стелька вшита, и не нужно как бы, потому что для чего вообще стелька? Ну, единственное, смягчения, если размер не наверное, подошел, да. бывает уберешь, и он как бы подошел. Но это ненормальный вариант, и по большому счету ее можно на всех кроссовках вшивать и все. И будет вполне нормально. Ну еще, конечно же, если вы какие-то ортопедические стельки используете, чтобы можно было ту убрать и свою вставить. Но опять же, я думаю, и эту можно, если что, отпороть. Так вот эти 3 модельки, это основные новинки весенние. То есть они все существуют в продаже. Еще раз, Speed Ultra, универсальный кроссовок, но больше до 7 часов. В принципе, если у вас нормально адаптированы мышцы, можете использовать хоть там на UTMB бежать, потому что я вот сейчас сам задумываюсь, там в чем бежать, и мы еще, как бы, ну, я думаю, не раз задумаемся, возможно, и в этом кроссовке побежим там и 100 миль. Этот кроссовок для грязи, опять же, тоже до 7 часов. Но если равнинная гонка и грязи много, можно бежать и более продолжительное время. Этот аналогично. Единственная разница, там, в этом кроссовке можно еще бегать и просто короткие скайрейсы, вертикальные гонки различные, потому что основной вес, протектор супер удобный. Здесь, кстати, еще пластинки вставлены. Да. И несмотря на то, что он очень тонкий, он очень хорошо адаптируется, именно даже не адаптируется, а не дает пробивать камни чувствовать, потому что часто, когда бежишь, тонкий кроссовок, особенно когда с техникой все не очень, приземляешься на камешек и чувствуешь, насколько это больно. Здесь же вот эти вот пластиночки, они помогают, чтобы этого не было. И кроссовок для зимы, который мы тоже зимой тестировали. Это самый любимый зимний мой кроссовок. Я просто, когда мы находились в Терсколе, я все ждала, думаю, сейчас будет беговая там тренировка, и я с таким удовольствием Я когда его увидел, сразу в него влюбился, потому что, ну, как бы видно, что кроссовок напоминает, если этот там кроссовок для ориентирования напоминает, этот напоминает, наверное, лыжный ботинок больше. Да, кстати, да.
Что здесь самое главное? Здесь не Gore-Tex, здесь немножко другая система. Touch Pro. Да, Touch Pro, но в целом как бы она ничем не хуже. Он вообще не промокает. То есть самая здесь вот эта вот штучка. То есть если мы посмотрим на кроссовок, внутри здесь спрятан обычный кроссовок, можно так сказать, супер легкий, с системой BOA, а сверху вот это уже вся системка, которая защищает как раз от снега. Да, ну я говорю, очень удобные, достаточно легкие, 420 грамм весят. Ну, для зимнего кроссовка это это просто правда. То есть, класс. и вот даже для восхождения каких-то там на Эльбрус, Вообще еще супер. куда-то тоже без проблем. По мягкости, опять же, если взять, он здесь есть часть буста, то есть даже если где-то какой-то лед будет, еще что-то, да, там придется, конечно, кошки одеть, но будет он достаточно смягчать, или твердый снег, но он не супер там... не супер амортизирует, больше, скажем так, более к твердым даже кроссовкам относится. И самое, что круто еще, вот подошва, она как бы кажется и так не толстая, но она еще тоньше на самом деле, потому что здесь внутри как лодочкой она сделана, Да. и ты одеваешь его, и прям стопа утопает. Для зимы, вот без всякой вот, опять же, там предвзятости, кроссовок, который подошел просто во всем. И опять же, в России пока его нет, но тоже если поискать, вести... Adidas Terrex Agravic Pro, Touch Pro кроссовок, и я думаю, вы смело сможете его найти и заказать себе. Если вдруг, опять же, по каким-то моделькам непонятно название, еще что-то, пишите в комментариях, да, будем отвечать. Да, ну и модельный ряд кроссовок, прежде чем перейти и рассказать о кроссовке, который скоро появится, который сделан совместно с Катей, наверное, пару слов о кроссовках, которые появились в прошлом году. Давайте мы их немножко сюда поближе перенесем, эти уберем туда. Если мы рассмотрим модельный ряд тех кроссовок, которые уже были в прошлые годы, они также производятся, но вообще в целом в будущем кроссовки будут делиться. Первое — это категория Speed кроссовок, то есть будут различные модели, например, как сейчас уже есть Speed Ultra, там, Speed SG, Speed Pro. То есть вся категория Speed это рассчитана на быстрые динамичные гонки. Следующая категория — это категория Agravic, куда относится больше для продолжительных, тоже соревновательных, больше дистанций. То есть, например, вот новые Агравики выходят, предыдущие вот Агравики. Flow тоже отдельно уйдет в линейку, то есть будет там Agravic Flow модели и либо Speed Flow, то есть полностью не будет уже категории Flow и Two. Two это кроссовки больше для таких там тренировок, походов, то есть еще раз, Speed быстрые динамичные гонки, Agravic более продолжительные и кроссовки Two это просто такие походные варианты, либо тренировки. Это постепенный переход, и вот если мы рассмотрим там предыдущие годы, то есть здесь, например, там отдельно была там Тубуа модель, просто Ту там или Flow, да, вот сейчас этот переход постепенно будет идти, уже в 2022 году он полностью завершится. Если рассмотреть вот эти, например, 4 модельки, которые тоже в продаже есть, и на российском сайте Adidas тоже они присутствуют, мы, например, вот в этой модели, точнее в предыдущем поколении, Ту кроссовок пробегали достаточно долго, наверное, 2 сезона, да? Я думаю, да, где-то так. 2 сезона точно. И все гонки, например, если взять там, я бежал там на Infinity Trail, там супер короткий этап на эстафете, на чемпионат мира Infinity Trail был в Австрии, 20 километров, кажется, там. Да, да. Я бежал в этом кроссовке. И взять, например, там 15 часов гонку, там тоже в этом кроссовке. Да, и далеко не будем ходить, на том же Infinity я бежала именно в этих кроссовках. Да, и 70 километров. Катя бежала. То есть кроссовок, Там на наш взгляд, был практически универсальный, только для грязи не подходил. Но постепенно, когда появляется что-то более лучшее, ты его ставишь на полочку. И сейчас они у нас больше на полочке стоят, мы в них больше тренируемся. Если вы решите взять такой кроссовок, то в принципе он очень хорошо подходит для тяжелых бегунов. Эта система BOA, она супер удобная, и сейчас почему-то многие модельный ряд, если посмотреть, с BOA меньше. Да. Возможно, это происходит с тем, что шнуровку проще сделать, чтобы она фиксировала, о чем мы говорили уже, там, поддержку стопы, без BOA. На BOA так сложнее перераспределить вот эту нагрузку. Но вообще система очень крутая и, конечно же, комфортно, особенно что-то попало там в Голи, например, я помню на Трансвулкании бежал, мы тоже там, рубились, последний спуск там втроем бежали там за победу, и у меня буквально там
камешек залетел, попал, я раз, остановился, камешек вытряхнул, просто вас вообще уже невозможно бежать, там в носочную зону он попал, и постоянно стопа об него бьется. То есть, если бы это были шнурки, уставшие руки, а еще где-нибудь подмерзшие. Да, это вообще нереально на самом деле. Чтобы остановиться, расшнуровать, вытащить. Ну, реально, но опять же, мы же стараемся шнуровать долго. прям сильно перед Да. гонкой. И с БУА, конечно, супер удобно. Так вот, этот кроссовок подойдет для более тяжелых бегунов, в принципе, для любого грунта, кроме грязи. Следующая моделька. Ну и для легких тоже. Нет, для легких тоже, но я же как бы все про себя. Следующая моделька. Ой, наверное, самая такая тоже, знаешь, любимая все равно. И она останется любимой Она даже и при появлении вот останется, тех кроссовок. Да, это бесспорно, потому что это очень мягкий кроссовок, очень мягкий. Здесь поддержка стопы отличная, по функционалу именно по подошве тоже резина отличная, потому что я говорю, последний раз я в этих кроссовках бежала в Мексике, ну там просто что-то жесть была, там и грязь, и реки, и то есть такой грунт нестабильный. А в чем я там бежал? Ты, может быть, что-то вот в такой модельке, да ладно. Просто гонка была настолько грязная, где столько было грязи, очень. что в таких кроссовках я равносильно было выйти на такую гонку, это фору соперникам час дать. Неужели я в них бежал? Скорее всего, что да, потому что я тоже хотела в Вы представляете, блашках. насколько я доверял этим кроссовкам? Но они на самом деле классные, ну ничего как бы не могу сказать, просто сейчас как-то они не самые легкие, здесь, кстати, почему-то грамм не написано, но они под 300 грамм весят, и мы никогда там не супер не гонимся за весом, просто многие настолько фанатеют там весом, бывает там выходят в кроссовках, в беговых там, бежать по таким скалам, но они же легче, не ставя на чашу весов, что поддержка стопы важнее. Но, наверное, я в этих все-таки бежал. Да, скорее всего, что в этих, да. Даже по грязи держали. Да, Вот как. но здесь тоже во Flow очень здорово, что у них язычок, опять же, он вообще не разделенный, то есть это одно целое, и тоже очень удобно. И Здесь, кстати, даже когда вот всякие камешки попадают, они попадают не в сам кроссовок, а чаще всего вот сбоку. сюда, и это как бы не создает дискомфорта. И здесь мне что нравилось, здесь очень мягкая ткань в носочной зоне. да. И они тоже супер мягкие, и у них вот тоже подошва вроде бы не толстая, не тонкая, средняя амортизации уровень, но они подойдут как и для тяжелых, как и для легких бегунов. И самое крутое, здесь, наверное, из всех моделей, по новым еще точно не могу сказать, возможно, вот у Speed Ultra тоже резина такая же мягкая, но здесь она прям, Вообще прям кайф, вот на всех да. гонках. Но я разрезал. И даже вот у нас из ребят, кто тренируется, там Саша Щелкунов, очень легкий, там весит килограмм, наверное, камни 55-60, не знаю, может больше, Саша, если себя обидел. Так вот, даже он разрезал подошву, год, наверное, он отбегал в кроссовках в этих, и вот сейчас на гонке на Дагестан подошва разрезалась, потому что, я говорю, здесь как бы с одной стороны мягкая резина, это супер круто, Это но очень будьте хорошо. готовы, что если у вас попадутся острые, сильные камни, вы разрежете, и со временем от постоянных тренировок по какому-то твердому грунту она будет стираться, но это не быстро. Да, это не быстро. И, кстати, вот вторую половину UTMB я добежала во Flow. Бежала изначально в Буа, Да. Я, мне кажется, бежал в Буа, финишировал тоже во Флоу. Да, оранжевенькие. Да. Ну, я говорю, у меня эмоции вызывают положительные. И это очень круто, когда вот, кстати, вот два разных кроссовка, вот стартовали мы в таком, Да. потом бежали вот в таком. Половину. То есть, смотрите, здесь и толщина подошвы, и амортизация Это разная. совсем другой Это кроссовок. немножко такое воздействие на мышцы, скажем так, мы обманываем немножко мозг, и это тоже огромное преимущество. Так вот, эти кроссовки тоже подойдут для всего, особенно для того, где много скалок, камней. Грязи. В принципе, грязи, но грязь для грязи, держит отлично. если у вас есть возможность, иметь все-таки нужно вот те кроссовки SG, Speed SG, а этот кроссовок больше должен быть не для этого. Потому что если сравнить, это совсем разные структуры. Смотрите, здесь пятка в 2 раза, например, там уже. Но если выбирать, например, там между вот этими и вот этими, то для грязи, конечно, Flow более универсальный кроссовок. Но у нас села одна камера. Но для грязи и воды, где очень много будет, сеточка здесь не самая лучшая, потому что там она прям такая, как леской сделана, она будет выпускать воду очень легко и быстро. Здесь не факт, что так будет происходить, потому что она двойная, здесь прочная, но все-таки
в такую более лучше прохладную погоду, скажем так, прогрязи, чем в 30-градусную жару там в середине лета. Да, но по практике всё нормально работает. Да. И Не модельный задерживает. ряд, чуть название не забыл, и модельный ряд Парлей? Ту Парлей Ультра. Да. Представляете, сколько моделей кроссовок, что я полминуты пытался Да, выговорить. я Да. тоже. Я думаю, все слышали про Парлей. Это очищение океанов и переработка отходов, и из этого производства экипировки. Вот эти кроссовки сделаны, то есть, ну, это польза, как бы, конечно, огромная, что бренды следят за экологией, пытаются это из очень всего, что важно. там собрали, сделать продукт, который получается очень удачный. Вот маечка, я сижу тоже из мусора океанского, и кроссовок тоже оттуда же. Так вот, вот эти кроссовки, они были различные, то есть они были ту ультра парлей и просто ту парлей. Разница в подошве, эта модель у нас просто парлей, потому что здесь она более жесткая. Ультра парлей то же самое, но на бусте. На бусте, да. Сейчас обновленная модель тоже вышла, немножко другая, но в принципе поменялась только тем, что немножко поддержки добавилось. Но вся категория вот этих кроссовок, она, скажем так, не столь соревновательная, либо соревновательная для таких достаточно массивных ребят, либо не массивных, но кто не уверен в том, что у него сильная стопа, готовые мышцы, и больше подойдут они все-таки, где меньше техничных тропок. Потому что по дорогам нам не нужно много поддержки стопы. Здесь же поддержки стопы не так много, потому что ткань сама по себе при намокании, во-первых, гуляет, и ваша стопа будет подворачиваться, если это будут тропы. То есть этот кроссовок идеален именно для таких беговых дорог, тренировки в парках, вот просто комфортно побегать кроссики, красиво, аккуратненько они выглядят, можно и просто в них. Да, но тут единственное, погулять. что да, в носочной зоне у них идет просто ткань, а вот как раз всю стопу внутри у нас идет именно уже совсем другой материал. И в принципе, скорее всего, что вот он будет хорошо поддерживать именно стопу, где свод стопы. Он поддерживает, но при намокании... Вверх. Да, Я ну, тоже так знаешь, думал, когда да, первый раз я видишь, делал как этот бы это кроссовок, что мне казалось, что он совсем будет другое. сильно поддерживать. Но в любом случае, Нет. вот эта модель при намокании сильно она не поддерживает. И если вы не уверены в готовности ваших стабилизаторов, не выбирайте этот кроссовок для техничных троп. Да. И вот эти кроссовочки тоже достаточно легкие, 240 грамм, тоже система BOA, про которую мы уже рассказали. Здесь, в принципе, резина, наверное, такая же, Да, как у Flow, континенталь. то есть повторяться нет смысла, наверное. Она хорошо держит тоже, если будут какие-то острые камни, может стираться и прорезаться. Средняя амортизация, подойдут они практически для всего, но на грязи не хватит как раз здесь ткань. Да, в жаркую погоду, может быть, при намокании она не так быстро будет высыхать и выпускать. Ну как, она быстро будет по сравнению, например, с Pro SG там, и вообще с модельками Speed. А вот эта ткань, она высыхать будет быстро, но не хватит поддержки. В принципе, этот кроссовок, например, если взять там Луис Альберто, он, да, в прошлом сезоне, например, бегал в нем, да и вообще много у нас из команды ребят бегали в этом кроссовке, различной продолжительности гонки, там и 100 плюс километров по горам. И, в принципе, можно его выбирать смело, но будьте готовы, что вот эта ткань, она не прочная. Да, ты в Болгарии. Я в Болгарии бежал в этом кроссовке, единственную гонку, мне кажется, в этой модели бежал, и воткнувшись в острую неприятную ветку, я порвал этот кроссовок. Но это, наверное, нормально, но как по-другому, если гвоздь кроссовок забивать, гвоздь же должен забиться, то же самое ветка на скорости. Да. Также есть модельки, которые мы даже не будем рассказывать. Я думаю, уже все видели и слышали про них. Например, обычная моделька Speed, она из производства уже выходит. То есть, если вот эти модели, они будут продолжать все выпускаться, совершенствоваться, будут появляться новые модели, очень крутые. И вот сейчас об одной из таких кроссовок, который как раз вот разрабатывался с Катей. И даже здесь посмотрите, вот этот кроссовок тестовый, повидавший все. И они немножко разные даже. Да, они не немножко, они конкретно разные, потому что это два одинаковых кроссовка в какой-то степени, но у них, во-первых, отличие: на одном сетка одной именно конструкции сделана, на другом другая. То есть различия сетки есть. Дальше, что у них, какое различие есть? Различие у них идет, получается, пяточной зоны.
отличия есть. Да и в принципе, Но наверное... это сделано для того, чтобы понять, какой Наверное, материал, всё. какая поддержка лучше. То есть, когда ты бегаешь в разных кроссовках и долго, команда Adidas Terrex, кстати, разрабатывает кроссовок, я пока его даже не пробовал, не тестил, но что хочу сказать. Здесь нет карбона, но здесь есть пластины. Да, пластины. Здесь несколько пластин по всему кроссовку. И в процессе, когда мы бежим с горы, эти пластины будут адаптироваться и защищать нас как раз от вот этих неприятных камешек, что очень круто. И это, наверное, даже круче карбона, потому что материалы подобраны так, чтобы они именно смягчали вот эту нагрузку, потому что основное, за счет чего можно улучшить результат и в целом меньше, то есть снизить ударную нагрузку. Ударная нагрузка снижается за счет, да, буста, там, правильных материалов, но это не столь эффективно с точки зрения восприятия мышц, особенно когда ты бежишь достаточно быстро, мышцы начинают тратить больше энергии как раз еще и на вот это смягчение. То есть кроссовок должен остаться упругим, но в то же время мы должны снизить именно вот эту ударную нагрузку. Здесь попытались сделать, и я уверен, что это прям вот революция в кроссовке, и мне кажется, что на ультрагонках это будет супер круто. И с нетерпением жду, чтобы попробовать. Буквально там через месяц, через полтора он выйдет. Подробно мы о нем вам расскажем позже. Сейчас тут совсем немножко приоткроем только занавес и скажем, что вот он про эти пластиночки, что весит он 250 грамм. Да, и, кстати, этот кроссовок вообще разрабатывался для UTMB, для предстоящего Да, сезона. да, и посмотрим. Именно задача, да, была именно в создании идеального кроссовка для конкретной гонки UTMB. И, в принципе, когда создавалось, то есть я там рисовала эскизы, что я хотела, я конкретно рисовала, какие там материалы должны быть, какая подошва должна быть, то есть все вот эти нюансы я учитывала, и максимально подробно я все как раз давала всю информацию, что бы я хотела бы. Ну и в целом мне очень понравилось. Отличие я почувствовала. Отличие очень огромное, допустим, тех же там сетки верхней части. То есть мне изначально казалось, здесь сетка более такая, скажем так, частая, то есть я практически пальцев не вижу, здесь она более такая, скажем так, дышащая, но на практике получилось совсем другое. То есть в одной кроссовке нога сильно нагревалась, в другом она не нагревалась. То есть все такие моменты, я это все испытывала и также комментарии, всю обратную связь давала. Да, но я думаю, мы позже о нем еще расскажем, Конечно. когда кроссовок выйдет в продажу. Только пока вот эти кроссовки не продаются, это все вы можете купить. Я говорю, что у нас, например, многие ребята, если нет что-то в доступе там, в России, да, я говорю, там, Weekly, Run-In, там, Track-In, все это есть в доступе, все продается, без проблем можно заказать, с бесплатной доставкой там, в Россию. То есть не нужно говорить, что вообще это никак не достать. Возможно, немножко они в других цветах, потому что у нас какие-то цвета только атлетские, там тестовые. Ну и чтобы немножко подытожить, если вы пришли в магазин или заказываете там в интернет-магазине, очень важно обратить внимание на то, что не стоит брать кроссовок прям впритык и не стоит брать с большим запасом. Стопа не должна гулять в кроссовке. Второе. Не бывает универсального кроссовка именно под вашу стопу. Когда нас спрашивают, какой кроссовок выбрать, во-первых, мы не можем посоветовать бренд, там, например, другой, потому что мы просто не бегали в нем. Поэтому нужно иметь, наверное, несколько пар кроссовок, чтобы они подходили там, один для одного грунта, другой для другого, потому что, опять же, трейл-раннинг – это такая дисциплина, что постоянно меняется грунт, и, опять же, мы говорим, что нужно изучать гонку, на которой вы побежите. И если вам нужно бежать по грязи, если есть возможность, берите кроссовок для грязи. Если вы собираетесь бежать в горах, берите кроссовок для гор и тренировочный какой-то кроссовок для спокойных кроссов. То есть в идеале, наверное, вот... Ну да, пары 3 иметь. Пары 3 иметь, и плюс еще, если вы где-то по-ровному тренируетесь, какие-то кроссовки для шоссе. Потому что, по большому счету, что одни кроссовки, если вы пробежите в них 1000 километров, они там используются, да? Что 4 пары, просто вы там 4000 в них пробежите. Условно цифры говорю, наверное, кроссовки меньше ходят, просто у нас, как только немножко там колодка портится кроссовкам, мы достаточно много тренируемся, мы, в принципе, берем другие кроссовки, но у нас другие объемы. И напишите даже в комментариях, я не знаю, насколько кроссовок у кого, особенно Adidas, хватает, очень интересно.
Ну и я говорю, не зря производители делают специально отдельно даже линейку, например, там для быстрых гонок, линейку для среднего, не линейку для ультры. То есть, опять же, я говорю, для зимы, вот всю зиму, например, кроссовок, там я бегал, в Терсколе бегал, он как идеальный. новый. То есть его хватит надолго. А если бы я бегал в одних там и всю зиму, и все лето, то они бы просто испортились. Ну и надеемся, что наше видео было для вас полезным. Информативным. Да, пишите комментарии, вопросы. Всегда будем рады помочь. И посоветовать. Бай-бай. Всем пока. Солнце село. Солнце село. Пора гулять. Опять скажут, рекламу сняли. Не скажут.